Все, всем привет, мы с вами на связи. У нас сегодня добро пожаловать, да, в школу испанского языка. Ну, школу мы ее так назвали, это класс испанского языка во время специальной ситуации во всем мире. Поэтому мы решили не тратить время зря, мы решили изучать язык, тем более он нам всем нужен, особенно тем, кто либо планирует переехать в Испанию, либо уже переехал. Девчонки, привет! С нами Виолетта и Светлана, то есть это наши первые студенты, и вы большие герои, девчонки, то, что согласились учиться в прямом эфире, не каждому это дано. Говорят, есть страх прямых эфиров, самый большой страх человеческий, это страх публичного выступления. Как вы решились на то, чтобы изучать язык в прямом эфире? Это вообще, знаете, большое геройство. Вы большие-большие молодцы. И я думаю, нас зрители наши в этом плане поддержат. Давайте напомним, что у нас было на первом уроке. Да, скажу сразу, друзья, что у нас прям нулевой испанский, то есть не для тех, кто вот только-только начинает, поэтому все мы делаем прям по шажочкам, по маленьким. Мы с вами разобрали диалог, да, то есть мы разобрали кое-какие вопросы и начали учить прекрасную песню «Bésame mucho». Девчонки, готовы кто-то рассказать слова? Ну, нет, давайте, знаете, как сделаем? Мы сегодня не будем, да, весь урок транслировать в эфире, так как я понимаю, что у нас есть зрители, которые тоже пришли с нами обучаться. Мы с вами домашние работы проверим после 30 минут прямого эфира, то есть мы разберем новую тему, мы начнем изучать грамматику сегодня, а дальше уже выключим прямой эфир, да, то есть те, кто с нами изучает, сможет себе эти знания взять. А домашние работы мы будем проверять с теми, кто у нас в группе, ну, с вами соответственно. Да? Такой будет у нас регламент. Итак, chicos, chicas, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Violeta. Bien. Bien. У нас еще 2 минуты, поэтому мы можем себе позволить немножечко пошалить. Пока у нас подходит народ. Так, мне надо поставить вот сюда чат. Да, для тех, кто к нам придет, ребят, у вас есть справа чат. И если какие-то вопросы есть, вы пишите в чат, я вам отвечу после урока. Я такое лицо сделала. Buenos días. Buenos días. Светлана. Ну, Светлана нет. Светлана, ¿quién eres? Soy Светлана. ¿Y Светлана. tú? Yo soy Оксана. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres tú, niña morena? Soy Violeta, soy. Muy bien, muy bien. ¿Y ella quién es? ¿Quién es está a tu lado? Ella, ¿quién es? Это кому? De Violeta. Violeta. Soy. No, es, ¿quién es? Mira, la pregunta ¿quién es? Por eso es Светлана. Soy Светлана? No. ¿Quién es? Es глагол третьего лица, единственного числа. Кто она? Soy niña. No. Смотрите, когда идет вопрос, S, Она. мы начинаем отвечать S. Да, мы начинаем с глагола, то есть она. Мы не говорим «сой я». Но вот для этого, чтобы у нас не было путаницы, у нас сейчас 10 часов, и мы начинаем грамматику, чтобы разобраться в этом глаголе. А мы потренируемся в разговоре после. Так, смотрите. Первый самый такой серьезный глагол. Сейчас я его вам на экран выведу. Угу. Видно? Да. Угу. Так. Самый серьезный глагол у нас глагол ser. У нас еще есть глагол estar, но с ним мы познакомимся чуть-чуть попозже. Сейчас мы попробуем его проговорить. Смотрите, yo – это я, tú – это ты, él – это он, ella – это она. Это местоимение.
Да, местоимение – это то, что вместо имени употребляется. Vosotros – это вы, nosotros – это мы, ellos – они, ellas – они. Помните, я говорила, что нужно обязательно проговаривать окончание. Я в начале урока тоже сделала небольшую ошибку, когда сказала «hola, niños». Но я ее сделала осознанно, потому что когда мы говорим во множественном числе, мы употребляем niños, множественное число как бы мужского рода. Такое допустимо. Если у нас, допустим, в группе 5 девочек и 1 мальчик, то мы не скажем ellas, девочки, да, мы скажем os, мы скажем в мужском роде. Итак, yo soy. Yo – это местоимение, я, soy – есть. В испанском языке никогда не употребляется, без глагола мы не употребляем ничего. Мы можем не употреблять местоимение. То есть мы можем не говорить «yo soy», мы говорим «soy», «я есть», да? Ну, кто ты? В русском языке мы говорим «я Оксана» или «я профессора», «я учительница» или «я риэлтор». Да, мы в русском языке говорим «я риэлтор», у нас нет глагола. Когда мы говорим на испанском языке, мы можем не говорить «я», мы употребляем глагол «есть» в том лице, в котором нужно употребить его. Итак, soy, давайте, Света и Виолетта. Света, давай с тобой сначала пройдем. Yo soy, tú eres, él, ella es. Давай. Так, yo soy, tú eres, Él. él es, ella es. Muy bien, Виолетта. Nosotros, nosotras. Здесь, смотрите, здесь мы и в женском роде, и в мужском. Да? То есть мы бы как сказали? Мы девочки, по-русски. Мы девочки. Но когда мы говорим на испанском, мы говорим somos chicas. То есть женское окончание употребляем as. Nosotros, nosotras. Мы девочки, поэтому у нас идет в конце as. Somos, не меняем somos, chicas. А если бы мы были мальчики, мы бы сказали somos Кос. Muy bien. Вот так хорошо. Vosotros, вы и vosotras тоже имеют женский и мужской род. Vosotros мужской, vosotras женский. Но в глаголе это звучит так. Sois, sois. Ellos, ellas, son. Виолетта, повторяем. Ellos, ellas son. Nosotras, Nosotros, nosotras somos. Vosotros, nosotras soy. sois. Soy. Когда мы употребляем глагол ser, когда мы говорим о роде деятельности, soy estudiante, soy profesora, soy médico, azafata, таксиста. Какие-то слова вам здесь непонятны? Давайте так. Виолетта, ты читай мне испанское слово, а я буду говорить перевод. Который... Estudiante, médico, azafata, таксиста, периодиста. Estudiante, médico, azafata, Азафата. azafata, таксиста, периодиста. Что-то есть незнакомое, какое-то слово? Азафата. Мама, не подсказывайте. Азафата – это стюардесса. Вот смотрите, у вас сейчас должна быть ручка и листочек, особенно те, кто нас смотрит в записи, в том числе, да, то есть тут мы как бы друг друга проконтролируем, но те, кто в записи смотрят, смотрите, здесь как только вы встречаете незнакомое слово, вы сразу же его записываете. Тем самым у вас появляется карточка. У нас есть такая игра, то есть сегодня в нашей стране дефицит, и мы не можем купить себе бумагу для карточек, ни тетрадку, ничего, поэтому у нас сегодня не будет этой игры, которую я хотела вас подготовить, хотела вам продемонстрировать. Ну, как-нибудь мы ее все-таки, это все не вечно, поэтому мы это все поправим потом. Как только вы видите незнакомое слово, пишите азафата, перевод стюардесса.
Периодиста кто такая? Переводчик. Ну-ка тихо, мама, я с Виолеттой разговариваю сейчас. Отличница ты наша. Виолетта, периодиста кто такая? Ну, переводчик, мама уже сказала. Нет, а мама не права. У тебя своя есть голова. Я не знаю. Периодиста – это журналистка. Журналистка. Записываем. Периодиста – это журналистка. Таксист – это таксист. Студент, медик, понятно. Мамочка. Да. Светочка, давай. Nosotros, vosotros, ellos, ellas. Так. Читаем. Estudiantes. Estudiantes, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, sois, sois, ellos, ellas. son. Ну, давай читаем профессии. Профессия. Угу. Так. Estudiantes, médicos, No. Estudiantes. estudiantes, médicos, Estudiantes. No, еще раз. Estudiantes. estudiantes, médicos, дальше, azafatas, таксистас и периодистов. Точно? Периодисто? Периодистас. Muy bien. Estudiantes, médicos, azafatas, таксистас, periodistas. Есть незнакомые слова? Ну, уже нет. Уже нет. Что изменилось между estudiante, estudiantes, médicos, médico? То, что это они, а это вы. То есть как это по-русски? Уважительное. Но. Виолетта, если знаешь, включайся. Ну, это как множественное число. Все, это не как множественное число, это и есть множественное число. Почему я вас спросила, казалось бы, такой простой вопрос? Потому что вы должны видеть структуру. То есть, когда мы изучаем иностранный язык, с самого начала лучше видеть структуру слов и структуру построения предложений. К этому нужно себя приучать, тогда проще будет потом. То есть вы должны видеть, да, почему вот я Свету исправляю, да, что не периодистос, а периодистас. И мы должны видеть, ага, вот оно пошло множественное число, вот он женский, мужской род. Давайте сейчас на этом сосредоточимся, чтобы вы это видели. Переходим к тут достаточно непривычной для русского языка форме usted, ustedes. В написании это будет писаться «уден», да, «устед», когда употребляется уважительная вот такая форма. Когда мы пишем официальные письма, например. «Устедес», да, «вы» имеет множественное число, когда мы обращаемся к группе лиц. И смотрите, что происходит с глаголом. Если «эль», «эя» имеет, да, третью форму единственного числа «с», то usted, независимо от того, что это вроде как первое лицо, но в уважительной форме, оно имеет глагол третьего лица. То есть настолько это величественное местоимение, что оно прямо употребляется даже в третьем лице. И во множественном числе имеет глагол son. То есть видите, ellos, ellas, son. Здесь понятно, да? Угу. Давайте попробуем. Сейчас мы будем читать такую готовую форму. Так, по профессиям пройдемся с глаголом. Я хочу, чтобы вы, девчонки, сейчас обращали внимание, да, на то, какие глаголы с чем употребляются, чтобы вы их видели. Третью форму, первую и вторую. Или первую, вторую, третью. Ну, давай, Виолетта, начнем с тебя. Читаем справа налево. Ой, слева направо, вернее. Ну, то есть не в столбик, а в строчку. Ангел из медико. Мария с медико. Угу. Так, дальше. Люис с enfermado. Кармен из enfermado. Смотри, Луис es enfermero.
Мы прочитываем все буковки. В испанском языке мы прочитываем все буковки. Да, это важно. Давай еще раз. Luis es enfermero, Carmen es enfermera. Luis es enfermero. Carmen es enfermera. Так, стоп, Света. Антонио es profesor, Елена es profesora. Еще раз, Елена. Elena es profesora. Угу. Pedro es arquístico. Pedro es arquitecto. Arquitecto. Madres es arquitecto. Mercedes es Es arquitecto. архитектор. Почему Мерседес и Педро? Вы заметили, что, смотрите, Педро es arquitecto и Мерседес es arquitecto. В противовес тому, что Луис es enfermero, а Кармен es enfermera. Почему так? Множественное число. Виолетта? Ну, мне кажется, это мужской род. Да. А почему мужской род в обоих случаях? У нас есть такие слова исключения. Даже в профессиях. То есть мы архитекто запоминаем просто. Просто запоминаем, что это всегда мужской род. Давайте далеко не пойдем. Если мы говорим ангел, то есть если мы говорим в местоимении, да, какое это местоимение? Если мы уберем имя, какое мы местоимение подставим к слову ангел? Ну, говорим, прям уверенно говоря, а то я так тебя плохо слышу. Да. Света? Я не вижу, где мы читаем. Мы не читаем, мы разговариваем на испанском. Если мы уберем имя ангел и, да, то есть и хотим поставить местоимение, какое это будет местоимение? Соль. Ой. А если я медик, какое местоимение тогда? Если Yo soy. правильно, а ангел это какое местоимение? Ангел какое лицо, когда мы о нем говорим? Она ellos. Эль. Ella. Эль. Эль. Потому что мужчина. Угу. Если мужчина, тогда эль. Это же третье лицо, это же он. Виолетта, ты помнишь по русскому языку? Я, ты, да, он, она. То есть я – это ее, ты – это ту, а он, ангел, он же не я, ангел – это он, поэтому это эль. А Мария? Она. Она, то есть на испанском? Ella. Muy bien. Por eso, él es médico, ángel, María, ella es médico. Понятно, что я от вас прошу? Да. Сейчас мы читаем дальше и заменяем имена собственные на местоимения. Итак, Альваро es... по профессиям все понятно, да? Кто? Да. Энфермеро понятно, кто? Инфермера. Это вторая картинка, да? Да. Куда пошла? Я листочек записываю. Нет, непонятно. Мы в прошлый раз это слово писали. Энфермеро и инфермера – это медбрат, медсестра. Очень важные сегодня профессии. Ну, как и все, впрочем. Педро, архитекто, понятно, кто, Виолетта? Кто? Архитектор. Умница моя девочка, молодец. Давай, Альваро, про Альваро расскажи нам. Альваро es... Не знаю. Очень сложно, да. Альваро es auxiliar, экис читается вот как Оксана. Оксана пишется с экис. О-экис, А-Н-А. Оксана. Auxiliar de vuelo. Luisa es azafata. Давай. Альваро es auxiliar
Мгм. de vuelo. Мгм. Luis es azafata. Muy bien. Кто такой auxiliar de vuelo? Не знаю. Азафата? Стюардесса. То есть, если они в одной строчке, следовательно, кто он? Понимаете, какая странная профессия у мужчин? Он этот, как его? Ну, если она стюардесса, он стюард, да? Мгм. А если бы мы сказали, убрали имена и поставили местоимение, какое было бы первое местоимение? Él, Muy bien, прочитай, Эль. él es auxiliar de vuelo. И? Ella es azafata. Muy bien, Виолетта. Следующее. Виолетта, опять же. Carlos es Ingeniero, очень сложное. Ingeniero. У тебя сложное сегодня произношение. Carlos es ingeniero, Nieves es ingeniera. Ingeniera. Давай. Carlos es ingeniero. Nieves es ingeniera. Местоимение меняем. Él, Эль. él es ingeniero. Ella es ingeniera. Muy bien, молодец, умничка, большая молодец. Света. Так. Профессор по-другому. Инженер. 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 Мгм. Так. Как Вот это имя? имя, оно не испанское. Худис. Худис. Угу. Estudiante. Джос. Estudiante. No. Estudiante. Estudiante. Estudiante, Мася. Estudiante. А. После и а. Estudiante. 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 Угу. Джосе es Хосе. estudiante. Стоп. Хосе. Это хота. José Угу. es estudiante. Угу. Él es estudiante. Ella es estudiante. Подожди, а Хосе это мужчина или женщина? José. Это мужчина. Él es Эль. estudiante. Значит, Худис, я не знаю это имя, поэтому вы простите, пожалуйста, я его первый раз слышу тоже, поэтому это, наверное, Эя. Но, Это женское получается. да, но что мы тут еще видим? Что мы еще видим такое странное? Что это множественное число. Ну, где ты видишь, Мася, множественное число, прости? Исключением Где тут множественное? Виолетта, помогай, что здесь странного? Но это исключение мужской род. Молодец, умница, дочка, молодец. Правильно, это опять же эстудианты, кто бы он ни был, мужчина или женщина, но мы тут с именем запутались, мы имя такое не знаем. Поэтому мы вот так вот сделали. Давай дальше. Света. Так. Петра es секретария. Секретария, да. На предпоследний слог ударения, да. Секретария. Секретария. И Хорхе. Jorge es secretario. Да, без исключения, то есть если это не исключение и нет ударения специального, да, как в слове «Малага», обычно в испанском языке, обычно, то есть это не правило, обычно ударение ставится на предпоследний слог. Если мы не видим ударения, вот, или как в слове, например, «Альваро», видите, «Альваро», там стоит ударение, иначе было бы «Альваро», да? Угу. А так как стоит ударение, мы читаем «Альваро». Если обычно русские люди говорят Малага, но в Малаге есть ударение, в слове Малага есть ударение на первый слог. Поэтому здесь мы читаем Петра es secretaria, Jorge es secretario. Секретарио. Так, ставь местоимение. Так, ella es secretaria. Jorge. Él. Эль. Él
es secretario. Muy bien. Violeta. Miguel es piloto. Raquel es piloto. Ракель es piloto. Меняем на местоимение. Él es piloto. Él es piloto. Но. Почему Эль? Ракель. Это женское или Да, Ракель женское имя. Ella es piloto. И что мы здесь видим? Тут мужской род, это исключение. Умница. Сусана. Мгм. Susana es peluquera. Пелюкера. Джеймс es peluquero. Пелюкеро. Молодец. Меняем. Ella es peluquera. Еще раз. Ella es peluquera. Джеймс es peluquero. Молодец. Вот если бы еще у нас вот это вот не фонило, было бы вообще хорошо. Света. Так, Белен и Фелиса Богадас. Белен, смотри, не Белен. Мы в русском языке, это типичная ошибка русского языка, да, что мы Е меняем на И, А на О. Но в испанском мы этого не делаем. Белен и Фелиса son abogadas. Белен и Фелиса Не Фелиса, а Фелиса. son abogadas. Это эти, как они, адвокаты. Адвокаты. Давай дальше. Сейчас. Так, дальше. Филиппе и Мануэль son abogados. Muy bien. Сможешь заменить? Так. Эль. Но. Их же двое. Они третье лицо. Они. Местоимение. Ellas. Muy bien. Muy молодец. Ellas. Молодец. 5 баллов. Ellas son abogadas. Muy bien. Ellas. Это ellas, это девочки. А мальчики? Мальчики. Они. Ellas. Ой, ellos. Muy bien. Молодец. Хорошо. Son abogados. Muy bien. Молодец. Молодец. Ну-ка, давай еще раз. Пилар и Мерседес. Pilar y Mercedes son camareras. 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 Угу. Isidoro y Víctor son camareros. Muy bien. Теперь поменяем на местоимение. Так. Сейчас. Ellas son camareras. Угу. Ellos son camareros. Muy bien. Я скажу, что ты большая умница. Почему мы это сделали? Сейчас мы будем делать упражнение, там есть как бы подсказки. Вы сейчас это сделали без подсказок, вы большие молодцы. Так. Complete esta frase. Complete, то есть укомплектуйте esta frase. Esta в единственном числе это фразы. Не estas frases, а esta frase. Укомплектуйте эти фразы, эту фразу. Petra es estudiante. Вот то, что мы только что сейчас сделали. Petra es estudiante. Давайте для начала еще раз пройдем, давайте вспомним, как это выглядит, как глаголы выглядят, чтобы нам их, потому что я их убираю вверх, вы их не увидите, и это будет сложно. Но мне бы хотелось, чтобы вы их все-таки видели и подставляли. Давайте вот так вот сначала сделаем. Давайте повторим. Yo soy, tú eres, él, ella es,
nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas son. То есть тут нет вопросов, да? Все понятно? Мгм. Да, поехали. Давай, Виолетта, ты. Yo soy México, músico. Ну, договори. Yo soy músico. Músico. Виолетта? Músico. Músico. Почему так было сделано? Почему тебе дали 2? Два слова. Исключение тоже. Ну, типа того. Нет, пока нет, потому что когда я медик, это мужской род, ну, в чистом виде. Медик, медику. То есть я должна была спросить, в каком роде употреблено «ем». То есть кто это, мужчина или женщина? Ну, я не хочу вас запутывать, поэтому я запутаю маму вашу. Давай, мама. О, Света, давай. Так. Él es piloto. Угу. Ella soy. Ella es Gerente. gerente. Мгм, молодец. То есть понятно, да, что мы «эль» и «эя» берем в «с». Мгм. А gerente это кто? Gerente. Давай, Виолет, сейчас мы перевод сделаем сразу всех. Давайте закончим, чтобы нам не отвлекаться. Виолетта. Nosotros somos estudiantes deportantes. ¿Cómo? Deportistas. Deportistas. Мгм. Мы сейчас еще раз повторим. Я сейчас хочу, чтобы вы это проговорили, а потом мы повторим еще раз вместе с глаголами, потому что здесь самое важное в этом упражнении – это понять, как вставляются глаголы. Виолетта, и еще раз, и смотри. Nosotros, да, somos estudiantes, nosotros somos deportistas. Да, прям проговори оба случая. Nosotros somos No. Угу. estudiantes, nosotros somos deportistas. Muy bien, молодец. Света? Vosotras. Почему? Откуда у тебя вот это появился акцент? Какой? Vosotras. Окончание vosotras написано там. Vosotras. Vosotras. Угу. Vosotras. Асулфат. No, глагол. Sois. Угу. Асулфато. Масенька. Давай еще раз, смотри. В испанском языке важно, как ты читаешь согласные и гласные, а ты все по-русски пытаешься прочитать. Угу. Давай еще раз, по буковкам. Vosotras sois azafatas. Угу. Vosotras sois Угу. Abogadas. abogadas. Угу. Виолетта? Ellas son secretarias. Ellas son decoradoras. Decoradoras. Угу. Так, хорошо. Usted es secretarias. Архитекто. Где архитектор? Ты с «эя» существует. Usted son. Но. Все правильно было в начале.
Сбилась ты. Arquitecto. Еще раз. Usted. Usted son. Почему сон? Es. Угу. Usted es arquitecto. Arquitecto. Угу. Usted es economista. Угу. Ustedes son profesoras. Но, Виолетта, аккуратней с окончанием. Ты из мужчин женщин сделала быстренько так. Ustedes son profesores. Угу. Ustedes son programadores. Программадорес. Теперь взяли ручки и пишем. Gerente, менеджер. Deportistas, спортсмены. Abogadas, адвокаты. Decoradoras, декораторы. Gerente, менеджеры. Gerente, менеджер. Deportistas, депортиста, депортисто, депортиста. Спортсменas, спортсмены. Спортсмена, если депортистас, то спортсмены, если депортиста, то спортсмен. Abogadas, адвокаты. Azafatas, кто они? Эти стюардессы. Еще есть вопросы? Нет, нету. Угу. То есть сложно, да, пока немножко? Ну, первый раз, конечно, сложно. Ну, ничего страшного. Да, ничего страшного. Да, это, ну, нормально, хотя бы понятно, да, что к чему. Да. Теперь да. Угу. А теперь вот такое еще напоследок. Думала, мы в 30 минут уложимся, но нет. Те, кто нас в записи смотрит, ребят, вы тоже тренируйтесь, это очень важно. Да, понятно, что сейчас я домашнюю вам скажу, домашнюю работу, и, безусловно, вызубрить. Вот глаголы мы прям зубрим, да, то есть они должны прямо отскакивать от языка, иначе мы вообще запутаемся. Немножко усложняется у нас задание. Ответьте на вопрос. Conteste a la pregunta. Conteste a la pregunta. Ответьте на вопрос. ¿Eres estudiante? Sí, soy estudiante. Violeta, te pregunto. ¿Eres estudiante? Violeta, ¿eres estudiante? Eres estudiante. No, ответь мне, пожалуйста. Я тебя спрашиваю. ¿Eres estudiante? Sí, soy estudiante. Soy estudiante. Muy bien. Света. Es- Стой, я тебя не спросила еще, Свет. ¿Eres madre de Violeta? Sí, soy madre Violeta. Muy bien, madre de Violeta. Молодец, у тебя есть склонность к языкам. Спросите меня, Виолетта, спроси меня на первый вопрос. Eres. No, первый вопрос под номером 1. ¿Es usted profesor? Профессор? Profesor. А если я женщина? Profesora. Еще раз спроси меня. ¿Es usted profesora? Sí, soy profesora. Заметили, да, как я поменяла глагол? Sí, soy profesora. Глагол es я поменяла на soy, потому что я в единственном числе первого лица, потому что меня Виолетта спросила уважительно. Виолетта, ¿eres ingeniero? Это кто? Инженер. Но ты все равно утвердительно отвечаешь. No. Soy Sí, estudiante. soy. Тогда ты говоришь no, soy estudiante. Ну, я и сказала. Но глагол ты правильно выбрала. Глагол soy. Света,
Eres piloto? Eres pilota? Ной, soy пилота. Muy bien. Девочки, sois estudiantes? Sí, Violeta. Я вам подсказку сделала. Sois estudiantes? Как вы ответите на вопрос? Sí, son estudiantes. Как? Глагол какой ты взяла? Es estudiantes. Еще раз. мы. Мама, я Somos, тебя слышу. Виолетта, говори. somos estudiantes. Muy bien, молодец, молодец, поувереннее, так, чтобы мы тебя слышали. Молодец, конечно. Опять же, к вам обращаюсь. Нет, к вам не могу, потому что это сон. Ладно, давай-ка, Виолетта, 5-й вопрос. Спрашивай и отвечай. Son ustedes arquitectos. Son ustedes arquitectos? Еще раз. Son ustedes arquitectos. По-моему, ответь. Сейчас тебе подсказку поставлю. Son arquitectos. Sí, son arquitectos. Правильно? Ну, получается, нет. Там же спрашивают, ты архитектор? Да, правильно. Но не ты, а вы. Вы. Мгм. А почему ты так отвечаешь тогда? Еще раз. Son ustedes arquitectos? Но son estudiantes. Ну, какой ответ будет? Вы, а какой ответ будет? Мы. Следовательно, Somos глагол estudiantes. как? Somos estudiantes. Eso es. Это правильно. Молодец. Молодец. Смотри, сама неправильно ответила, сама исправилась, и сама исправилась второй раз. Так, Света. 6-й, да? Угу. Es ángel Угу. médico. А теперь как вопрос? Es ángel médico. Es ángel médico. Угу. А, Sí. Sí. У нас где было? Я вас сейчас очень быстро, подсказку даю. Смотри, если глагол в третьем лице, да, es ángel médico, si ángel es médico, или si es médico. Ya está. Sí, sí es médico. Si es médico. Если глагол в третьем лице, то он так и отвечается. Он медик? Да, он медик, да? Меняется только, если мы обращаемся к кому-то, то есть не так много изменений. Вот сейчас Виолетте будет сложно. Виолетта, eres azafata? Скажи мне да. Eres azafata? Sí, es Eres azafata? Смотрите, давайте такую подсказочку. Смотрите, у нас всегда первое и второе лицо меняются местами, правильно? То есть, если я спрашиваю ты отвечаешь я, правильно? Мгм. Да. То есть, если тебя идет eres, то есть тебя спрашивают ты, то есть eres азафата, ты сразу же меняешь на первое лицо, потому что к тебе же обращаются, а твое родное местоимение – это я, soy. Никакого другого быть не может. Если обращаются к вам вы, то есть группа людей, вы с мамой, тогда вы сразу меняете на мы. Да? То есть всегда soy меняется на somos в вопросе. Правильно? Мгм. Единственное, что никогда не меняется, ella, потому что мы спрашиваем, он такой-то или она такая-то, да, он, она такая-то. То есть здесь ничего не меняется. То есть всегда меняется форма второго на первое
и множественное число как бы второе на первое, да, вы, мы. Да, то есть вот эта вот смена всегда идет. То есть замечайте это в структуре. Смотри, эрес асафата, Виолетта, Sí, soy асафата. azafata. Muy bien. Son ellos estudiantes, Света. Soy es No, no, estudiante. no, 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 sí. Да. Ellas. Estudiante. Глагол какой? Es. Почему? Они. Ellas. Они. Ellos – это они, да. Смотри, в самом вопросе есть подсказка. В вопросе уже есть глагол, который мы меняем. Если это глагол son третьего лица, что мы делаем с третьим лицом? Ellos. Таким же оставляем. Правильно, правильно, конечно. Мы третье лицо никогда не меняем, Мгм. да? Мгм. Поэтому son Sí, son estudiantes. estudiantes, Мася. Estu- Как ты estudiantes. estudiantes не любишь, а? Виолетта? Son ellas azafatas. Вопрос? Sí, es azafatas. А какая подсказка в глаголе? Son. Поэтому ответ какой будет? Sí, son azafatas. Глагол? Azafatas. Глагол? Azafatas. Нет, это не глагол. Глагол сон. Son. Знала? Так, давай-ка, Света. Es usted enfermera. Ну, вопросом спроси. ¿Es usted enfermera? Es usted enfermera. Sí. Sí, es enfermera. А вот тут у нас исключение. Хоба! Потому что это вежливая форма usted. И вот как раз вот здесь-то подвох. Потому что мы обращаемся к кому-то одному. Вот это, видите, отдельно вынесено. То есть в ответе будет как? Виолетта, знаешь? Son. Так, устали, я чувствую. В ответе будет я. Вы обращаетесь «Es usted enfermera?» «Sí, soy enfermera». Мгм. Когда мы видим «usted», мы тоже напрягаемся. Итак, мои хорошие, то есть я сейчас обращаюсь не к вам, девочки, с вами мы сейчас продолжим. Я обращаюсь к тем, кто смотрит нас в прямом эфире. Поняли, да, на чем сконцентрироваться, вы поняли, на что обращать внимание. Задание такое, теперь, когда вы прочитываете испанский текст, вы обязательно выписываете новые слова сразу, чтобы они запоминались, и очень хорошо поработайте с глаголом ser. Это важнейший глагол, это один из самых важных глаголов. Поэтому прорабатывайте, чтобы не путаться. Тупо зубрить не нужно. Еще раз послушайте наше занятие, чтобы сосредоточиться на тех нюансах. Я сегодня постаралась подсказать, сделать подсказки, да, чтобы вы на них концентрировались и сразу же в предложении видели, где мужской род, где женский род, где множественное число, единственное. И в испанском языке еще есть форма usted, ustedes, то есть уважительная форма, да. Поэтому вот на этом концентрируйте свое внимание, потому что мы пойдем дальше. Вас оставляем, к сожалению, до следующего раза. Занятия у нас идут понедельник, среда, пятница. В понедельник у нас стартует группа. То есть если вы хотите, чтобы я с вами занималась, вы можете подать заявочку. В описании вся информация есть. То есть мы с вами решим, в каком формате вам работать. И с какого урока мы с вами стартуем конкретно лично с вами. То есть, но после переговоров. Мы с вами прощаемся, девчонками остаемся дальше. У нас еще есть домашняя работа, у нас еще есть БСМ Мучо. Сделаем перерыв 2 минуточки и продолжим. Да, кстати, надеюсь, что вы поддержите нас лайками, комментариями.